Как переехать в Аргентину и найти там работу? Это, наверное, один из самых популярных вопросов, которые вы задавали в комментариях на наших каналах в YouTube и в Телеграме. Я понимаю, что это действительно очень важный вопрос для всех, кто только планирует свою иммиграцию или уже переехал и вынужден осваиваться на новом месте. Я долгое время не понимал, в каком формате я бы хотел это все освещать, но сейчас вроде бы все устаканилось в моей голове, поэтому я приглашаю вас на цикл видео о том, как наши приезжают в Аргентину, находят работу, устраивают свою жизнь, открывают, возможно, свои бизнесы. Я буду приходить к ним прямо на работу, брать интервью, приходить в их бизнесы, разбираться в том, как они устроились на новом месте, как живут, какой быт. Буду стараться узнавать, сколько они зарабатывают и что могут себе позволить. Если эта тема откликается вам, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, это очень важно для продвижения этого видео и этого канала. И погнали разбираться. Я Василий Карпук, вы на канале Релоцированы. Поехали! Сегодня я расскажу вам историю парня по имени Эрик, который приехал из Башкирии в Аргентину, работает барбером. Мы сходим к нему на работу, в место, где он принимает. Я наконец-то постригусь и побреюсь, поэтому вы сможете оценить его квалификацию прямо вот вживую, узнаете, как он умеет добиваться результата. Потом мы сходим к нему домой и обсудим кучу разных интересных вопросов. Не пропускайте. Вот тут работает Эрик, это интересный формат заведения, это бьюти-коворкинг. Такая штука, где мастера могут арендовать себе место и работать самостоятельно. Пойдемте наверх к нему прямо и узнаем, как это здесь все устроено. Эрик, привет. Все, как жизнь? Поздоровайся со зрителями. Привет, Все отлично. всем привет. Так, давай расскажи мне, где мы находимся, что это вообще такое? Это салон коворкинг парикмахерский. Здесь все бьютики работают. Вместе аргентинцы, русские. Мы прям заехали сюда и оккупировали этот салон. Еще этаж внизу, и еще кафешка. Да. Еще здесь кафешка еще внизу. 3 фотостудии вот здесь за стеной. Вот здесь и где кафешка. И каждый может просто прийти, заплатить Арендовать, какую-то стоимость, да, арендовать да. и по записи работать. Да, все верно. Классно. То есть ты можешь сразу говорить клиентам, давайте бронировать время, давайте выбирать. Да. У меня все есть для того, чтобы все Да. вам организовать. Места всегда достаточно. Что дают? Инструменты нужно иметь свои. Дают мойку, кресло, зеркало, полотенце и шампуни. То есть это входит. Это все Полотенце, входит в шампуни, стоимость можно помыть аренды голову. часа. Да. Друзья, удивительная история, на самом деле, что здесь есть где помыть голову. Во всех барбершопах Аргентины, в которых я бывал, они не моют голову тебе никогда. Это Да. не входит в услугу. Они тебя просто стригут, бреют, пинка под зад, иди следующий. Расскажи тогда немного о себе. Откуда ты, где родился, чем занимался в жизни, как стал барбером. Вот это все тоже интересно. Я родом из Башкирии, город Октябрьский. Вот. Городок небольшой, 120 тысяч населения. Большую часть жизни я прожил в этом городе. Вот. Учился тоже там на нефтяника. Потом вышку получал в Перми тоже по нефтянке. Нефтяник стал барбером. Да. Так я еще и успел поработать по всем северам России, облазил, везде там побывал, да. Вот. А в какой-то момент я просто понял, что я вообще не технарь ни разу. Творчество прям с меня перло. Вот. И я ушел с нефтянки, начал там какие-то свои мелкие дела делать, что-то типа бизнеса. Вот. А потом случайно просто попал в барбершоп, потому что ребята меня пригласили по старой памяти, знали, что я рисовал когда-то граффити, и они меня пригласили оформить стену в барбершопе. Я согласился, пришел, набросал немножко там на стены. И все, а потом в какой-то день зашел и просто вот задал вопрос, я говорю, сложно стричь? И мне чувак говорит, давайте, я, говорит, научу, а ты будешь у меня здесь работать. А я безработный был на тот момент совсем прям. Я говорю, ну давай. Ну и все как-то само пошло с собой. Я привел пару друзей, постриг, мне понравилось. Все как-то начал уже работать. И вложился прям в эту работу. 1,5 года я работал вообще практически без выходных. Вот, каждый день прям набивал клиентскую базу. Съездил на обучение 1 раз в тот момент. Вот, и все. А потом время пришло, и я ушел из барбершопа и начал заниматься открытием своего салона, своего барбершопа в городе. Вот, ну мы с компаньоном нашли помещение,
Вот, начали заниматься ремонтом, сделали ремонт, а потом через 1,5 года пошло все как-то боком, криво-косо, вот, и человечек, в общем, решил меня кинуть, вот, но там все как бы обошлось, все решилось, вот, а я в этот момент, когда он меня хотел кинуть, уже улетел на Бали жить, вот, ну и все, там все как бы сложилось все как надо, я улетел на Бали, пожил на Бали 2 года где-то, тоже продолжал работать, стриг клиентов, работал, ну, по большей части с русскоговорящим комьюнити, вот, иностранцев чуть меньше было, вот, там же язык выучил английский, вот, а потом что-то подустали немножко мы с супругой и уехали обратно в Башкирию, там на 4 месяца примерно побывали у родственников, и все, и прилетели сюда, в Аргентину, причем очень тоже интересно. Особо вообще не выбирали Аргентину. Мне Кент, знакомый, который стригся у меня на Бали, позвонил и говорит: ты где? Я говорю: вот в Башкирии сижу. Он говорит: приезжай в Аргентину. Здесь, говорит, классно, дешево, говорит, хорошо, документы, вообще все классно. Я говорю: окей. Посмотрел 2 видео на ютубе и прилетел сюда. Вот. Ну и в конечном итоге оказался вот в этом салоне, работаю, развиваюсь, набиваю клиентскую базу. Да, друзья, в Аргентине было время, когда было дешево. К сожалению, сейчас это уже не так. Окей, ну ты прям развивался в эту сторону, учился, ты сказал, ездил на обучение. Да. Из того, как мы с тобой там обсуждали стрижки, как это все организовывать, я так понимаю, ты глубоко подкован в этом вопросе и прям явно копался, да? Да, я в свое время очень много изучал, я много ездил по мастер-классам, мероприятиям, ивентам парикмахерским. Вот. Вообще я интернациональный чемпион по барберингу, да, я в 2021 году по Башкирии стал чемпионом, занял 1 место призовое, а потом в 2022, получается, году занял призовое место 1 на Бали, вот. Там я был приглашен спикером, как хедлайнером, короче, для индонезийских мастеров. Но в силу того, что это Индонезия, у них там, когда они говорят сегодня-завтра, это значит через год, и я уже улетел и не успел попасть на этот ивент. Вот. Сейчас планирую здесь что-нибудь поднять в Аргентине. Покажем товар лицом, как ты работаешь. Давай. Ты меня побреем, пострижем. Погнали. Супер. Так, друзья, вот мы закончили. Вот такой у нас получился результат. Пишите в комментах, было лучше или стало сейчас. Мне лично результат очень нравится, но ваше мнение тоже очень хочется узнать. Ты приехал в Аргентину, ты нашел себе сразу, как работать, где было понятно, как зарабатывать. Как долго набирал базу, как долго на какой-то доход выходил и на что вообще удалось выйти? Приехал, в принципе, я дней через 5, по-моему, уже начал работать, как сюда приехал. То есть разобрался с квартирой и сразу же вышел, начал работать. У меня первые там, пару клиентов пришли. До сих пор ходят, вот я уже здесь год с лишним, они здесь точно так же живут год с лишним и ходят до сих пор ко мне. Чтобы, короче, получить более уже такой существенный доход, я потратил 3 месяца. То есть за 3 месяца вполне реально набрать клиентскую базу. Когда ты живешь в эмиграции, клиенты приезжают и уезжают, вот, и здесь очень часто сменяются вот так вот люди, поэтому нужно всегда быть на фоксе, то есть всегда где-то закидывать рекламку, где-то что-то, чтобы люди о тебе говорили. Сколько это примерно в деньгах? В долларах, ну, где-то, наверное, $2500 выходит в месяц при работе 3 часа в день. Вот. Слушай, ну это весьма хороший доход. Там Это- не только по меркам Аргентины, в целом. В целом, да, это очень хороший доход на самом деле. Ну, то есть давай подытожим. Смотрите, друзья, что мы сейчас по сути выяснили. Эрик приехал сюда,
запустил рекламу, сам разобрался в настройках таргета в Фейсбуке, в Инстаграме. Я, собственно, прямой пример того, что это работает. Я так и увидел Эрика в какой-то момент. Эрик запустил рекламу, набрал первых клиентов. Месяца 3 потратил на то, чтобы выйти на какой-то стабильный режим в районе там, 70 клиентов в месяц. Зарабатывает 2700. Мы сейчас еще обсудим, сколько он тратит при этом, куда у него какие расходы. Посмотрим на жилье, на квартиру. Посмотрим, сколько тратить на продукты. Но в целом вот механика, мы уже с вами понимаем, что вот на эту сумму можно выйти. Если крутиться, конечно, вертеться, придется посуетиться, придется поискать по телеграм-каналам, иммигрантских чатах. К счастью, таких сейчас очень много. Можно много где о себе заявлять, можно много о себе где публиковать информацию. В общем, все реально, как мы видим. Замечательно, классно. По поводу чатов иммигрантских, да, по всей планете, то есть где есть русскоговорящая комьюнити, обязательно 100% есть чат в телеге. Тебе аргентинцы ходят вообще, может быть, еще какие-то экспаты других стран? Иностранцы ходят, которые приезжают сюда, то есть откуда-то с других стран, англоговорящие, вот, но достаточно редко. Это здесь, вот на Бали, у меня хороший такой процент был иностранцев, которые стриглись у меня, причем типа не разово, а прям постоянные клиенты были. Аргентинцы не ходят. Здесь очень интересный момент с аргентинцами. Они, если ходят к своему мастеру, то они ходят прям там до 10-го колена, все ходят к этому мастеру, пока он не уйдет из профессии, скажем так. Это брат, сын, дядя, тетя, сестра, дед, бабуля, все ходят к одному мастеру. Поэтому они не приходят. Вот. Еще ребята, аргентинцы, они не очень постоянные, и они могут к тебе записаться. У меня вот был случай, когда один аргентинец записался на стрижку, мы договорились, все прям время, день точно обозначили. Он сказал, приду, точно приду. Я приезжаю на работу в этот день, у меня еще плотный график такой, и он где-то там в нем сидит в середине этого графика. И получается, что он просто не приезжает. Я ему пишу, он не отвечает. У меня наложилось время, естественно, освободился час, не очень приятный момент. Вот, а потом он меня просто заблокировал, и все. Как бы, это нормальное явление для них, они не отвечают и блокируют тебя, чтобы не оправдываться. Расскажи мне, как тебе жизнь в Буэнос-Айресе? Жизнь в Буэнос-Айресе всегда с самых первых дней была вот с таким высказыванием. Иногда кипиш, иногда кайфую. Вот. Нет такого, что типа стабильно все классно или стабильно все плохо. Вот. Иногда какие-то там месяца, какие-то дни, недели вроде тяжеловато, а иногда ничего, прям вообще хорошо. А вот. Что тяжеловато, какие сложности? Попервой было сложно с курсом, то, что я приехал сюда и успел застать только первые месяцы вот этих прекрасных низких цен в Аргентине. И потом резко все поменялось, и цены прям вообще подскочили. Стало тяжеловато адаптироваться под это. Потом привык. Вот. Потом комары были, тоже что-то тяжело было. Боишься там эти денге, чтобы тебя не тяпнули. Потому что у меня каждый третий клиент переболел денге здесь. Вот. Это достаточно опасно. Это в прошлом году, когда было прям много-много комаров. Да. В этом году такой истории нету, к счастью. Да, я слышал, что государство не выделило деньги, бюджет на то, чтобы травить комаров, и поэтому так было. Что понравилось здесь? Понравилось. Ну, во-первых, понравилось, что это все-таки город, хотя не столько цивилизации здесь, сколько бы хотелось, но после островной жизни было прикольно погулять. Я прям наслаждаюсь прогулками. Я на работу хожу пешком, с работы пешком, то есть на Бали такого я себе не мог позволить, потому что там нет пешего трафика, там только на байке ездишь, вот, и ты скучаешь по пешеходной прогулке. Вот. Еще понравилось, я ездил в путешествие здесь, в Хухой, это север Аргентины, и, виды вообще просто нереальные. Природа
шикарнейшая. Я как будто бы побывал в кино, как будто бы, знаешь, фильм вестерн такой. То есть это песчаники, скалы, дороги с желтой разметкой, знаешь, там серпантины всякие. За 7 дней вообще увидел так много красивого. Вот, то есть природа здесь в Аргентине прям шикарная. Там реально невероятно, друзья, на канале у нас можете посмотреть выпуск про путешествие через Анды. Большой роуд-трип, мы 6500 километров маханули на машине, съездили в Хухуй, невероятные виды, радужные горы. Пурмамарка — это вообще моя любовь. О, да. И да, смотрите, действительно безумно красивые вообще картинки вы увидите. Как социальная жизнь? Друзья, какие-то тусовки завелись, появились? Социальная жизнь, ну, в принципе, да. Я такой очень общительный человек. Соответственно, работа тоже мне позволяет много знакомиться. И поэтому, да, много товарищей, знакомых, кентов появилось здесь. То есть в любой момент в целом можно пообщаться с кем угодно. То есть можно с ребятами там сходить куда-то на ивенты, к примеру, либо в гости к кому-то, либо кто-то, если любит какие-нибудь там компьютерные игры, еще что-то, по таким интересам как бы тоже можно встретиться, пойти и провести время. Вообще в целом комьюнити большое, разностороннее, разнообразное. Поэтому да, социальная жизнь вполне себе прям устраивает. Люди, когда в эмиграции, тем более с одной земли, скажем так, да, все будут дружными, все будут помогать. То есть здесь нет такого, как, допустим, если ты живешь в своем родном городе, в своей родной стране, что кто-то может там не обратить на тебя внимание или не помочь, к примеру. Да? Здесь вообще в легкую можно просить о помощи, и люди помогают. Поэтому, да, это мне тоже очень нравится, что комьюнити всегда плотные. Вот. Мы сейчас на территории торгового комплекса местного. Здесь уже интересный такой формат, он уличный, то есть прямо на улице выходы из всех магазинов. То есть так приятно, очень чисто, аккуратно. И поэтому я хочу как раз, Эрик, с тобой поговорить про уровень жизни. Уровень жизни. Мы с тобой обсудили, сколько ты примерно зарабатываешь, как с расходами, на что тратишь, это жилье. Сколько на жилье уходит у тебя? Вот сейчас цену подняли, и выходит $500 за жилье и плюс expenses, там в зависимости от того, сколько как бы потратишь электроэнергии. Вот, вода и газа у меня нет, вода входит в стоимость уже, за нее нет расчета. Ну вот в среднем там 500 плюс сколько-то выходит. 500 долларов, ну по нынешним меркам для Буэнос-Айреса это очень хорошая цена, мне кажется. Это хорошая цена, да. Вот, хорошо. Да. Квартира 500 плюс expenses. Что еще? На питание сколько примерно у тебя выходит? Продукты по-разному выходят, в зависимости. Разница, если, допустим, ты чуть чаще в какой-то месяц ходишь по кафешкам и ресторанам, чуть подороже. Так, в среднем, если питаться, готовить дома, ну, выходит, не знаю, может быть, в районе от 300 до 500 долларов, наверное, вот так вот. В таком где-то диапазоне. Ну, вот. И на что еще? Какие еще статьи расходов? Вот мы идем по торговому центру сейчас, здесь все знают, то есть не знают, то в Аргентине все шмотки, привезенные из-за границы, очень дорогие. Вообще все товары облагаются очень высокими налогами. Это вроде как должны все вот-вот урегулировать и отменить их, но что-то мы пока этого не наблюдаем. Ценники такие, процентов на 30 обычно все шмотки это минимум дороже выходит. Это минимум только, да. Вот, поэтому как решаешь эти вопросы, на что тратишь, на что не тратишь деньги? Так, ну смотри, скрывать не буду, в Аргентине ношу аргентинский бренд, то есть здесь тяжело купить какой-то бренд заграничный, зарубежный, да, там привычный для... какой-то привычный, заграничный для нас, вот. Поэтому, ну, вообще, если что-то хорошее нужно брать необходимо, то, соответственно, да, беру уже брендовое. Допустим, вот я здесь купил в Nike кроссовки себе, ну, потому что, блин, обувь — это важно, особенно для меня, для человека, который работает на ногах. Вот, поэтому, да, я, раскошелился, купил себе найковские кроссовки за $200.
покупаешь вещи, отлично, разобрались, недорого. Какие-то еще расходы у тебя здесь есть, кроме питания, кроме оплаты Одежды. квартиры, одежды? Расходы еще у меня, расходы на мои расходники по работе. Вот, на расходники жены по работе. То есть она делает одежду ручной работы женскую. И, естественно, туда уходят расходники, но они окупаются. Причем недорогие, кстати, материалы, нитки всякие, то, что она берет. Все очень-таки прилично, неприлично дешево даже, так скажу, как оказалось. Вот, а у меня, да, там, ну, так, по мелочи, знаешь, там полотенчики, может, какие-то нужны, или воротнички. Вот, расходуются. И аренда расходуется тоже, то есть я арендую по часу. Не считал, опять-таки, но так, навскидку, может быть, долларов 200-300 уходит от суммы заработанной еще на аренду. Долларов 100-150 будет уходить на ивенты, на какие-то мероприятия, на мороженку, скажем так. Вот. Ну, с местной мороженкой трудно бороться. Если вы на нее подсели, то вы будете тратить на нее деньги. Да. Хорошо, но в итоге, после всех расходов остается? Остается, Удается откладывать что-то? удается отложить даже, да. То есть, хотя, казалось бы, поверхностно, если смотреть, то цены растут, там все вот, ну, необходимо тратить и все такое. Вот. И кажется, как будто бы ты прям вот впритык живешь, а на самом деле начинаешь считать, и все-таки какая-то сумма откладывается. Каждый раз по-разному, опять-таки, в зависимости от моих там запросов, да. Но деньги откладываются, да. Деньги откладываются, это факт. Вот. Классно, супер. Ну, еще, я не знаю, вопрос по стоимости моих услуг. Короче, здесь я регулирую еще этот момент, типа с повышением цен. Цены повышаются, и тебе просто необходимо самому повышать прайс на свои услуги. Вот. Ну, в силу того, что если бы я работал бы по своему прайсу, который был год назад, я бы сейчас бы вообще бы не вывозил. Это невозможно было бы жить за эти деньги. Поэтому приходится поднимать. Я когда приехал, я сразу же начал с 25 долларов за стрижку. То есть 25 долларов за стрижку с коротким дизайном, 30 за стрижку с удлиненным дизайном. Вот ты как раз-таки и пришел ко мне с длинными волосами. Вот, борода 12-15 долларов, вот так вот. Сейчас я для новых клиентов, нововходящих, поднял прайс. Стрижка стоит уже 35 долларов, борода 15. Вот, и, то есть, ну, есть система лояльности для уже своих старичков, которые ходят неизменно, возвращаются к тебе всегда. Естественно, для них есть лояльность. Ну, в общем, считай, рекламная интеграция получилась. Друзья, все контакты Эрика будут под этим видео, по ссылкам. Обращайтесь, ходите. Я, вот, видите, прямое доказательство того, что он умеет работать. Это еще прикольно с ценами. Вообще, что остается у Эрика, куда откладывать и что откладывать, потому что ценники действительно здесь невероятно растут. В телеграм-канале я прям писал пост про сравнение индекса Big Mac по миру, где Аргентина сейчас прям уверенно бьется с Норвегией за второе место в мире по индексу Big Mac, по стоимости. Если интересно, пост я ссылочку тоже кинул в описании к этому видео. Заходите в телеграм-канал, читайте, ну и вообще подписывайтесь туда тоже. Мы публикуем там всякое о нашей жизни в Аргентине, о наших путешествиях. Так что welcome. Все очень удобно. У меня прям на районе в одной квадре, в 100 метрах от дома, магазин китайский, где можно купить на скорую руку что-то, и фруктики, овощная лавка. Их тут на самом деле много, но я хожу в одну, она очень привлекательная. Красивые ребята тут выложили фруктики, всякое такое. Привлекает взгляд, короче. Маркетинг. Это мы уже пришли, да? Да, сработал маркетинг, и вот я хожу сюда. Слушай, ну красиво, я тоже люблю такие лавки. Угу. Приятно зайти. Так, сейчас я возьму немножко фруктов домой. Оля. Hola. Так, и можно еще, наверное, дыньку взять.
Gracias. Так, ну что там? 4.200. 4.200, 4200. В рубль, Это- если переводить. Я взял 2 персика и полдыньки. Сколько это у нас меньше? 400 рублей выходит. Ну Вот. Не знаю, я уже, честно говоря, не помню, сколько там дома у нас это стоило. Возможно, подешевле, но я не знаю, какие сейчас цены. Но в целом, ну, не ощущаю, что как бы я такой, не хочу платить за это, типа, это дорого. Берешь, покупаешь, радуешься жизни. Вот еще один магазинчик китайский. Здесь как раз давай сейчас к чаю куплю. Оля. Они меня Да. уже знают, улыбаются даже, когда я прихожу. Прикольно. Так, сейчас давай что-нибудь выберем. Прикольно. Ну вот полки. Сладость в Аргентине, конечно, любят просто. Все Да. магазины все завалены сладким. Ничего другого вы не найдешь, но сладкого много. Вот альфахоры, местная сладость. Такие альфахорики маленькие. Прикольные тоже. Люблю их брать иногда. Так, друзья, ну раз мы в магазине, я не могу вам этого не показать. Дульсе де лече. Главное сокровище аргентинских сладостей, как они считают. Вот эта вот история. Вот на полках мы можем много чего здесь увидеть. Стоит всегда везде, во всех магазинах обязательно. По факту это вареная сгущенка, известная нам очень-очень хорошо. Но аргентинцы вас порвут вообще на тряпки, если вы скажете, что вареная сгущенка и дульсе де лече это одно и то же. Потому что нет, они будут просто стоять на своем, что это рядом вообще не стоит, что это нереально вкусно, что это национальное блюдо, и без этого вообще никак. Так, а вы уже все купили, да? Да? Угу. Уже А, успели. окей. Печеньки вышли на 3700. Тоже недорого, меньше, чуть меньше 300 рублей. Вот, Хорошо. в принципе, все удобно на районе. И там есть еще прачечная. Тоже я буквально вот выхожу из дома и заношу на стирку. Стирка стоит 4500. Ну, то есть большой пакет вещей заносишь, и это всего лишь 4500. Это уже все мой район. Здесь любые вопросики все решаю. Отлично. Стройка вот любимая. Жужжит, трещит, но не так сильно слышно, у меня окна в другую сторону выходят. Вот. А, вот, мы пришли уже, да? Да? Welcome, пожалуйста. Это новый дом, да? Это относительно новый дом, где-то, наверное, года 2 ему, может быть, 3, вот так. Достаточно приличный, приятный дом. Квартиры здесь прикольные, в таком минимальном лофт-стиле, то, что мне нравится. Так. Опа. Заходите. Такой у тебя лофт, да? Да. Ты не стал аргентинцем и Нет. обувь дома снимаешь. Да. Да, А аргентинцам еще и убираемся дома. сложно. Опа. Какая милота. Это студия, правильно? Это студия, да. Здесь кухня отделенная. Это моя жена закастомила. Вот это сделала сама и вот еще на этой люстре повесила. Красиво. Так, Мгм. то есть это студия, Да. но при этом кухня отдельная. Да, кухня Классно. отделена Пойдем. стеной. Посмотрим, это Можно. клево. Это уже не студия. Это уже однокомнатная квартира получается. Ага, вот такая маленькая Да, кухонька, да? небольшая кухня. Здесь сразу туалет с ванной. Ванная у меня есть. Люди жалуются, что в квартирах аргентинских нет ванны. Ну вот. Мгм. А у меня есть. Так, есть ванна. Мгм. Но душ зато на американский манер. И вот на это тоже наши русскоязычные очень сильно жалуются, что постоянно с лейкой такой жить приходится. И вот во дворик вот такой у тебя внутренний дворик, да? Да, здесь прикольно. Вот так открываешь, и вот там живет в доме кошка, вон она лежит, спит, и здесь 2 кошки. Я еще вот купил себе это самое, лазер, и играю с ними иногда. Но сейчас не видно, это светло. А так, да, балуюсь, они там играются.
Простые развлечения русских иммигрантов. Баловаться с кошками и лазером. Насколько здесь тебе, именно с точки зрения там, твоих потребностей, еще что-то, лучше жить или хуже, может быть, по сравнению с родным городом, по сравнению с Бали? Как тебе здесь? Ну, средне. Во всем, наверное, такое все уверенная троечка из 5. Вот так вот. Потому что есть моменты с какими-то, моменты, с которыми я, наверное, не буду соглашаться. Вот, опять-таки, наверное, хотелось бы за понятные вещи платить понятные деньги. Вот, то есть на Бали в этот вопрос вообще никогда не вставал. Точно так же, как и там дома в Башкирии. Можно здесь гулять пешком, я от этого прям кайфую, наслаждаюсь, парки, улицы, вот. Но бывают моментики неприятные с тем, что много где нагажено. Помойки разбитые, разобранные, вот, неприятные запахи местами, вот, собак выгуливают везде. Поэтому, наверное, здесь такой среднячок, на Бали кайф все-таки. Там я мог закрывать глаза на какие-то моменты. Здесь мне все-таки тяжеловато закрывать глаза на моменты, которые возникают. Вот. Дома, не знаю, как-то непонятно, уже и не помню, уже 3 года там не живу, 4 месяца, которые пробыл, это такое состояние было, со всеми увиделся, там что-то поделал и особо не оценил, что к чему. Ну, дешево было и комфортно все. Машину тебе там дали, жить хочешь вот здесь, у этих родителей, у тех, там все везде тебя покормят, все тебя любят. Вот здесь, конечно, ну, в эмиграции бывает такое, что, как я говорю, что здесь все отзывчивые, да, но все равно люди чужие, не твои, ни родня, ни друзья, ни близкие. Поэтому, да, в Аргентине это на троечку. Хорошо, а есть что-то еще в Аргентине, может быть, местный менталитет или еще что-нибудь, ну, не смог принять? Не, оно не для нашей славянской души и так Да, далее. да. Есть такое. Здесь любимое слово это транкила, маньяна, все об этом говорят. Поначалу я не особо сильно это замечал, потому что я мало контактировал с аргентинцами. Вот, потом начал это замечать, и да, это правда. Все здесь транкила, это значит типа на рассосе, сделаем завтра, увидимся потом. Ну, вот. Была ситуация вообще неприятная вот в этой квартире, в этом доме. На неделю мы остались без воды вообще. То есть ни холодной, ни горячей. А остались без воды просто потому, что сделали какой-то ремонт на улице. Вот, и все, и уехали, как бы ремонт сделали, что сломалось, починили, а другое сломали и оставили. И здесь в этом доме несколько русских семей жили, вот, и то есть всю неделю этими вопросами занимались только русские. Аргентинцам вообще ровно по боку они ходят, улыбаются, Оля, киталь, и баклажки с водой домой тараканят. Год бы не работала вода, год бы они бы ходили с баклажками вот так. То есть, ну, не очень это прикольно. Еще они ходят дома в обуви. Это, для меня это непонятно. Ну, блин, они не задумываются, ты их спрашиваешь, почему вы дома в обуви ходите? Они такие, ну, ходим, типа, так принято, все ходят. Ты им говоришь, а как же гигиена, к примеру? А они такие репу чешут и типа, ну, мы не думали об этом. И вот все так. Это неприкольный момент. То есть они заходят, какие-то там проверки дома, да, там, и они такие в обуви уверенно заходят, а мы такие с женой, типа, стоямба, свои сапатишки скидываем и, пожалуйста, в носочках заходим. И они такие смотрят, типа, не понимаю. Вот так вот. Какие у тебя планы дальше? Ты здесь будешь жить, получать гражданство, еще что-то? Или, может быть, дальше собираешься ехать путешествовать? Вообще свою жизнь связал с путешествием теперь уже. Вот. Насчет жить, не знаю, я здесь нахожусь, пока мне комфортно, пока мне нравится, и пока я не исполнил дело своей жизни, к которому я так долго стремился. Вот. Пока что нахожусь здесь. Документы, я не особо сильно в них заинтересован. То есть я приехал сюда не за документами, просто по приколу. Вот, и как бы до сих пор так и нахожусь. Возможно, это меня и спасает, возможно, это мне дает возможность жить здесь и не напрягаться. То есть, потому что у меня нет какого-то там срока, что нужно долго жить и получать документ. Вот, потому что некоторые люди рассказывают, что они здесь живут и
Они чувствуют, как начали гайки закручивать в государстве и очень долго выдают документы людям. И они начинают немножко страдать от этого. Вот. У меня нет такого. Я спокойно живу, не знаю, завтра возьмет, что-то случится, там, как-нибудь там визу талантов в Штаты получу, я завтра же билеты покупаю и вылетаю. Вот. А план у меня такой, то есть я не совсем бездумно здесь живу и нахожусь. План у меня такой, я очень долго стремился к тому, чтобы создать свой какой-то личный бренд. Вот, и я придумывал какой-то онлайн-курс по обучению парикмахеров, барберов. Вот, но мне эта идея уже казалась такой изжитой себя. Слишком много людей уже занялись обучениями. Вот, и это что-то такое, знаешь, типа, ну, уже все уже это делают. Я хочу что-то свое. То есть мы как-то сели с женой, поговорили, и она такая, ну смотри, говорит, как ты умело, успешно приезжаешь в любую страну, в которую ты захочешь, и быстро-быстро набираешь клиентскую базу, обосновываешься, да, находишь все себе вещи, какие тебе необходимы, да, и у тебя это очень классно получается. Если это все сконструировать и собрать в одно руководство, в большое, то, читая это руководство, ты можешь перебраться без проблем в любую точку, куда ты пожелаешь. Вот, и я загорелся этой идеей, такого еще нет в парикмахерской индустрии именно. Возможно, кто-то там, другие бьютики уже это сделали, но я пока еще не видел. Вот, а я собрал руководство, гайд, это чтиво не на там 5-10 страниц, это 60 уверенных страничек с ссылками полезными, с полезными советами, с фотографиями всякими приложенными к этому гайду. Оформлено все красиво в стиле комиксов, вот, и продается для... Сегодня это продается для барберов. Прикольно. Мгм. А почему в стиле комиксов гайд? Слушай, ну, не знаю, мне так привиделось, знаешь, я сел, вообще оформил просто, сидел вот так вот тут в телевизоре, подключил комп, оформил просто в Word кривыми косыми там шрифтами и накидал фотографии, такой, о, будет классно, буду продавать. Посмотрели там ребята и такие, слушай, ну, типа, давай-ка сделаем, красиво оформил. Посмотрел мой друг, он занимается как раз там смежной работой, и все, и он такой говорит, давай-ка сделаем что-нибудь, придумай стиль. И я такой, окей. Думал, ходил, и мне так просто в голову, типа, комикс. И я такой, классно, комикс. Ну, я просто люблю комиксы, короче. Ну и все, и сделал в таком стиле. Он очень органично подходит к тому, о чем я там рассказываю. Ты здесь, получается, не легализовывался вообще, приехал, живешь, просто вот въехал и живу. Да, все верно. То есть ни в миграционку не подавался, ни визы никакие себе не продлевал, ничего. Мгм. К счастью, Аргентина позволяет действительно на Да. таком статусе жить, ничего плохого они тебе не сделают. Мгм. И даже если ты захочешь выехать, потом ты спокойно, в общем-то, сюда въедешь. Там штрафы Да. небольшие на границе надо оплатить. Мгм. Всё верно. Хорошо. То есть за каким-то гражданством, как все ходятся, приезжают сюда, ты не за этим сюда ехал. Нет, я ехал сюда не за этим. Я, наверное, один из немногих, кто приехал сюда не за гражданством. То есть это не моя И даже не основная... рожать. И даже не рожать, да. Вот, это, наверное, я один из немногих. Да, это все правильно, ты говоришь. Я сюда заехал по как бы визе, по паспорту, который позволяет здесь находиться легально 3 месяца. Вот. А дальше, если у тебя оверстей, ты как бы ну, нелегал, вопросов ни у кого не будет. Оплати штраф при вылете, 40 тысяч песо штраф, 4 тысячи рублей примерно. Это недорого. Ну вот, да, все, здесь позволительно работать, никто тебе ничего не скажет, никакая иммиграция не придет, никаких вопросов не задаст. Для тех, кто смотрит это видео, для людей, которые в твоей сфере, возможно, работают, может быть, других, посоветуешь ехать в Аргентину, начинать сюда переезжать, начинать здесь осваиваться, искать работу? Любой опыт это опыт. Вот. И если кто-то хочет hard level, то, наверное, я посоветую. Наверное, да, наверное, можно сюда. Но, опять-таки, все относительно всего. Здесь нет проблем с иммиграцией. Ты заехал, и все, и потерялся, и ходишь себе, живешь, наслаждаешься жизнью. Поэтому это классно, это легко. И почему бы не приехать и не попробовать. Вот. Если хочешь, если ты больше уверен в своих силах, и ты уверен, что ты там сможешь очень хорошо зарабатывать и оплачивать себе
визу, допустим, на Бали, в Азии где-то, езжай туда, там тоже классно. Поэтому я не скажу, что не приезжайте в Аргентину. Сугубо лично мое мнение, здесь есть какие-то моменты, с которыми я не соглашаюсь. Блин, жить можно. Здесь живут люди. Моя клиентская база 70 человек. Это только я один с 70 людьми. А сколько здесь еще русскоязычных людей, кто работает? И у них у каждого там не меньше, чем по 70 клиентов. Здесь очень большое комьюнити. И люди живут годами. Это комфортно, это классно, здесь жить можно. Вот. Супер. Спасибо большое. Друзья, мы сегодня провели день с Эриком. Мы послушали не только какие-то хвалебные речи в сторону Аргентины. Я вот, например, всегда амбассадором являюсь однозначно Аргентины. Я обожаю Буэнос-Айрес, поэтому в каких-то моментах мне было сложно слушать Эрика сейчас. Но, тем не менее, вот такое мнение. Мне как раз очень нравится этот выпуск именно тем, что оно есть, альтернативное. Вы можете его послушать, понять, надо вам это, не надо, нравится, не нравится, готовы ли вы к этому. Точно, однозначно, очень интересный опыт переезда, принятия, выстраивания жизни, работы. Это точно пригодится вам в будущем, если вы только собираетесь куда-то выехать или уже где-то на местах, за рубежом, уехали из родной страны и вынуждены сейчас осваиваться, искать работу. Вот пример Эрика, прям пошаговые действия, простые вещи, которые можно сделать каждому, немножко посуетиться и найти работу себе и устроиться. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, задавайте. Вот тоже контакты Эрика будут под видео, в комментариях к этому видео. Он обязательно тоже, я уверен, залезет еще не раз и ответит на Однозначно. ваши вопросы. Да, нам пишите, подписывайтесь на канал, если было интересно, ставьте лайки, пускай как можно больше людей увидит этот ролик. В Телеграм тоже подписывайтесь, давайте общаться, давайте взаимодействовать. Большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч, друзья.